Пришельцы окружают нас на протяжении всей известной истории нынешнего человечества. Их летающие аппараты, известные нам как НЛО, мы очень часто наблюдаем в небе. Иногда они проявляют агрессию по отношению к нам, а иногда охотно идут на контакт. Всем привет! С вами Финимор. Есть много версий и предположений по теме, что такое НЛО. Порой, чтобы хоть как-то оправдаться, ученые пытаются объяснить это чем угодно. Только не инопланетными кораблями, прилетевшими к нам из далекого космоса. Нам непонятны ни их технологии, ни ясен смысл пребывания на планете. Понятно только одно – они очень пристально за нами наблюдают. Вот только зачем? Сегодня речь пойдет, как вы поняли, о инопланетных контактах. А именно о том, как инопланетяне помогли одному простому человеку стать успешным бизнесменом, а другим открыли неизвестные ранее знания в астрономии. В это, конечно, трудно поверить, но факты говорят сами за себя. Итак, как простой шведский диспетчер основал успешную международную фармацевтическую компанию, получив всю необходимую помощь от инопланетян. Простой шведский диспетчер Йоста Карлсон основал свою успешную компанию Карнелли, получив помощь от инопланетян. В 1946 году ему исполнилось 28 лет. Он жил в Энгельхольме и работал железнодорожным диспетчером. Вечером 18 мая Йоста отправился на обычную прогулку в лес. Сегодня этот участок является природным заповедником и домом для многих птиц. Он сильно интересовался природой и много раз ходил по этим тропинкам прежде. Но в этот вечер что-то изменилось. Внезапно птицы начали издавать много звуков. Йоста вышел на поляну в лес, которая была ему хорошо знакома, и бывал здесь уже много раз. Но на этот раз его ждал необычный сюрприз. Между деревьями он увидел то, что сначала показалось ему похожим чем-то на карусель, какие бывают на карнавале. Это был какой-то большой круглый объект, по поверхности которого плясали огоньки. Заинтригованный этим зрелищем, Йоста решил поближе приблизиться к странному объекту. Когда он приблизился, ясно увидел – это было какое-то неизвестное ему судно. Оно было линзовидным, около 20-30 метров в ширину и 10 метров в высоту. Судно явно приземлилось и стояло твердо на двух посадочных опорах и еще на чем-то похожем на плавник. Там же был спуск с корабля на землю, и было видно несколько не совсем обычных существ рядом. Они, казалось, занимались каким-то ремонтом или просто осматривали свое судно. Прежде он сказал, что его, скорее всего, они ждали, как будто его местонахождение было им хорошо известно, прежде чем он вышел на ту поляну. Одно из существ подняло руку, обернувшись к Йосте, и ясно показало жестом остановиться на месте. Эти существа были чем-то похожими на астронавтов. Одного из них он идентифицировал как женщину, и от нее исходил какой-то странный свет. Она выглядела почти как обычный человек и имела очень длинные волосы. Йоста увидел, что эта женщина держит в руках два необычных предмета, и что она вдруг взяла и кинула их в лес рядом с поляной. Йоста не мог поверить своим глазам. Он побежал к ближайшему маленькому озеру, чтобы окунуть голову в воду. Он подумал, что это какой-то страшный сон, и он обязательно должен поскорее проснуться. Когда он спускался к озеру, то увидел, что НЛО начинает взлетать. Красный и белый свет исходил от корабля, когда он бесшумно поднялся над верхушками деревьев. Затем он внезапно разогнался до невероятной скорости и исчез. Он вспомнил эту странную женщину из корабля, которая бросала что-то в лес рядом с поляной. Нужно найти эти предметы, которые она демонстративно выкинула. Просто невероятно, но он их находит. Взяв с собой эти странные предметы, он пошел домой. Когда он вернулся домой, его жена обратилась к нему с вопросами: «Где ты был? Прошло уже несколько часов с тех пор, как ты вышел на свою прогулку. Обычно ты так долго не гулял», — сказала она. А также спросила его, что случилось с твоей кожей. Его кожа была покрыта каким-то странным мелким золотым порошком. Позже выяснилось, что это была пыльца березы. Странная встреча и чудом оказавшаяся на коже пыльца пришли, чтобы изменить его жизнь навсегда. В
В последующие ночи после встречи у Йоста начались сновидения или похожие на сновидения медитативные состояния, в которых женщина из инопланетного корабля начала общаться с Йостой. Она объясняла, что их корабль был вынужден приземлиться на поляне из-за неисправностей. Во время этих сновидений Йоста получил идею от инопланетного существа. Они показали ему, как питательные вещества могут быть извлечены из пыльцевых зерен с помощью сложной химии. Этот рецепт, данный ему инопланетянами, заложил основу его грядущей многомиллиардной корпорации. В последующие годы Йоста покупает все книги по биохимии, какие только может найти. Он не является ученым, поэтому эта внезапная одержимость созданием натуральных медицинских продуктов из пыльцы поражает всех из его окружения, так как его увлечение все считают очень странным. Йоста был убежден, что очищенные экстракты пыльцы будут иметь ценность для общего улучшения здоровья людей. В конце 40-х и начало 50-х годов он закладывает фундамент для своей первой компании «Кернелли». Ему и его команде удалось стать первыми в мире, кто извлек полезные вещества из собранных машиной пыльцевых зерен. Методы извлечения были дополнительно улучшены для извлечения пыльцы в больших масштабах, признанных сегодня во всем мире лекарственным экстрактом пыльцы цернитин. Йоста рассказывал, что в процессе работы ему снова помогали во время медитативных состояний во сне. Ответы на сложные производственные задачи были даны ему во сне. Йоста был убежден, что эти решения не были его собственными идеями. Методом извлечения питательных веществ из пыльцевого зерна является и остается новаторским. Существует повышенный спрос на продукты Кернелли Natural Health Care, и Йоста вдруг стал успешным и богатым предпринимателем. На свои деньги он финансировал местную хоккейную команду «Рогли БК». Он построил новую арену, нанял хороших тренеров, купил игроков НХЛ и помогал маленькой команде завоевать славу и богатство. Преображение Йосты из простого рядового диспетчера, работающего на вокзале, в лидера индустрии было завершено. В Швеции он носил прозвище «Король пыльцы», и его история известна широкой общественности. Он никогда не скрывал, как стал другим человеком и как пришел к своему успеху. Пройдет 25 лет, прежде чем Йоста Карлсон выйдет на публику и расскажет открыто о своей встрече с НЛО. Но он понимал, что люди будут думать, что он сумасшедший, что выход на публику, вероятно, негативно повлияет на него, его семью и его компанию. Он говорил, что именно по этой причине он не говорил об этом столько лет. Но в 1971 году он был убежден, что должен обязательно рассказать свою настоящую историю. К тому времени он был уважаемым руководителем компании, и его история вызвала настоящую бурю в СМИ Швеции. Сегодня здесь стоит памятник масштаба 1:8 этого дискообразного летательного аппарата и бетонные отливки, которые были сделаны из его отпечатков, оставленных посадочными опорами и плавником на месте посадки. На краю поляны раньше росли старые сосны, некоторые из них с обгоревшими стволами от жара двигателей этого инопланетного корабля. Сегодня этих повреждений на деревьях почти не видно. На земле вокруг небольшого памятника следы, оставленные НЛО на земле, были позже заполнены бетоном. На фотографии 1963 года кольца были еще видны с воздуха. Это было до того, как они были укреплены бетоном. А как же насчет предметов, выброшенных женщиной с инопланетного корабля, которые Йоста нашел той ночью в лесу? Йоста всегда держал их в большом секрете и показывал лишь только избранным. Во время конференции НЛО в Энгельхольме в 1996 году эти объекты были выставлены на всеобщее обозрение за армированным стеклом и под охраной охранников, которые можно было осмотреть. Золотое кольцо и какой-то куб из прозрачного материала с надписями. Однако на ранних рисунках Йосты на прозрачном блоке не было никаких надписей. Судя по качеству надписей, они, вероятно, были сделаны самим Йоста, после чего он снова спрятал эти предметы. Йоста Карлсон умер в 2003 году, и местонахождение этих предметов стало неизвестно. Предполагается, конечно, что его дочь хранит их.
Бывают и такого рода контакты, от которых обычный человек может стать буквально очень богатым. Конечно, такого рода встречи являются большим исключением из правил. Но то, что в этом есть что-то, нет никакого сомнения. Вот вам еще один пример возможных вариантов событий. 19 сентября 1961 года Барни и Бетти Хилл возвращались из отпуска. Это были люди средних лет, имевшие стабильный достаток. Жили они тихой и спокойной жизнью. Дело было ночью. Супруги Хилл возвращались из путешествия в Монреаль, Канада, к себе домой, в город Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, США. Дорога к дому пролегала через лесистые белые горы. В какой-то момент оба путешественника увидели яркий свет в небе, прямо под луной. Им обоим показалось, что этот источник света следует за их машиной. Однако беспокойства этот факт не вызывал. Супруги посчитали, что это просто самолет или спутник. Этот странный объект настойчиво продолжал преследовать автомобиль. И тогда Барни решил посмотреть на источник света в бинокль. Оказалось, что на самом деле в небе плыл странно выглядящий аппарат. Это была летающая тарелка с огромными окнами. И она была явно не с этой планеты. Через большие окна корабля Барни Хилл видел гуманоидных существ. Они управляли кораблем, манипулируя длинными рычагами. К ужасу Барни некоторые из этих существ улыбались и смотрели прямо на него. Стремясь сбежать от этой зловещей ситуации, Барни увеличил скорость автомобиля до максимума, а затем наступил рассвет, и супруги почти уже были дома. По прибытии домой пара была слегка озадачена. Путешествие, как оказалось, заняло на пару часов больше, чем они планировали. Супруги были обеспокоены этим обстоятельством. А еще более тревожным являлось то, что на их телах обнаружились порезы и ссадины. Их одежда была порвана. Однако ни Барни, ни Бетти не могли вспомнить, откуда взялись все эти повреждения. Супруги Хилл начали подозревать, что с ними случилось нечто очень странное. Последующий месяц Бетти страдала от страшных кошмаров. Во сне ее кто-то постоянно похищал. Нужно заметить, что женщина интересовалась историями о НЛО. И потому начала верить в то, что во время их путешествия она и Барни определенно были похищены и перемещены на борт космического корабля. В конце концов, супруги Хилл обратились за профессиональной помощью. Загипнотизированные выдающимся психиатром доктором Бенджамином Саймоном, супруги подробно рассказали о том, что произошло на самом деле во время той роковой ночи. Все рассказанное под гипнозом было подробно записано доктором. Приключение Барни и Бетти оказало огромное влияние на массовую культуру. Оно вдохновило в последующие годы тысячу фантазеров и фальсификаторов. Но есть одно довольно странное обстоятельство, которое делает эту историю более интересной. Все дело в том, что Бетти Хилл получила большие астрономические знания, недоступные ей ранее. Из этого следует, что рассказ супругов Хилл действительно не является обычным вымыслом. Какие бы финалы ни были у этих историй, не забывайте самое главное. Не все, кто за нами наблюдают в этом мире, являются добрым по отношению к нам. Поэтому, если вы стали свидетелем подобной встречи, стоит хорошо подумать, прежде чем открыто идти на контакт. Тем более, до конца будет точно неизвестно, чем все это может закончиться. Вас могут просто похитить для каких-то внеземных опытов, или в одно прекрасное утро вы проснетесь совершенно новым человеком. Стоит ли ради этого рисковать? Решать, как всегда, только вам. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.